dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Доброе раннее утро. У нас, девочки, 4 утра. Мы выезжаем на экскурсию. Я не знаю, видно или нет, но посмотрите. У них какой-то забег, я так понимаю. Просто, не знаю, надеюсь, что видно. Мы в шоке. Они вот просто по всей... Вот везде. Вся полоса правая. И я не знаю, где конец. Мы едем, спускаемся в лесе. За нами сейчас приедет автобус, едем в Далат. У нас там сегодня такая экскурсия. В 4:40 начинается, и вроде бы как в 19 часов нас должны привезти в отель. Поэтому сегодня такой долгий день. Я с укладкой на носки, конечно. В общем, мы уже несколько минут едем. Мы спускались с лифта, там с 24 этажа, да. То есть мы не знаем, когда это началось, и они все бегут и бегут, бегут и бегут. Просто обалдеть у них. Ну, понятное дело, что какой-то организованный забег, но мне даже страшно подумать, сколько здесь людей. Потому что прям очень много. Может быть, они откуда-то даже приезжают. Не знаю. Даже перекрыто движение. С одной стороны, обалдеть. В общем, там уже не увидим, но там очень много. Так, ну что, наша первая остановка. Мы выехали в 4:40, сейчас 7:07. И остановка у нас на завтрак в таком красивом месте. Но завтрак мы должны были взять с собой сами. Ну, вернее, просто сказать на ресепшене, чтобы они нам подготовили, так как у нас ранний выезд. А обед уже будет включен в нашу экскурсию. Пока, если честно, как-то что-то мы ехали, ничего нам не рассказывали. Но я надеюсь, что это просто потому, что у нас была такая первая точка, где мы позавтракаем, и, грубо говоря, начнется наша экскурсия. Завтрак нам в отеле собрали такой ланчбокс. Здесь какой-то бутерброд с сыром, ветчиной и яйцом. Их 2. Я такое, конечно же, не люблю, поэтому это съест Саша. Воду и 2 коробочки вот с такими фруктами. Вот это мне уже подходит. Я с удовольствием съем бананчик. Так, наша первая локация, куда нас привезли, это мост, который, в принципе, уже можно увидеть. На самом деле он построен совсем недавно, буквально в 23-м году, знаете, возможно, для туристов. Он стеклянный, и там такая фишка, что на некоторых участках, когда ты по нему идешь, он как будто бы трескается. Ну, как бы прикольно. Он такой сам по себе длинный. На разочек можно и съездить, я думаю. На мост нужно надеть бахилы. Синие, они взрослые, большого размера. А вот такие, они прям детские, маленькие. Ну, у меня 36 размер. И надевается прямо на обувь. Я так понимаю, чтобы просто этот мост не поцарапать, чтобы он оставался прозрачным. Поэтому вот так вот. Ну, немножко, да, шевелится как будто. Прикольно. Ну, невысоко как пока что. Но я не боюсь, если честно. Солнышко вышло. Ну да, тут такая погода. 5 минут солнца, 5 минут дождь, да? Ну да, мы сейчас находимся в Далате, и здесь где-то 22-24 градусов. И знаете, так интересно, посмотрите, да, мы все одеты в летней одежде. А местные, особенно которые ездят на мопеде, они прямо в... Саша записывает еще видео тоже. А местные прям, знаете, в таких шубках меховых. Это так необычно. И сейчас тоже девушка, которая пропускала нас билетики местные. Ой, тут поинтереснее. Видите, как будто трескается стекло. Ой, мне прям сразу так интуитивно наступать страшно. Как бы... Такая развлекуха небольшая. Так вот, девушка, которая проводила нам билетики, она прям в таких меховых, ну, такой обруч меховой, понимаете, да, ушки. Так одеты, прям тепло-тепло, на улице духота. Ну, в общем, прикольно. Не страшно, мы решили. Ну да, что прям ноги не трясутся. Не, ну, кто боится высоты, то понятное дело, что... Не, ну я на самом деле
наверное, больше боюсь высоты, чем не боюсь по-любому. Но тут нет такого ощущения, что ты можешь туда провалиться, как бы Ну да, безопасно. все надежно. Просто Ну вот единственное, вот здесь вот, например, видите, сбоку, вот это вот ощущение, что если соскользнешь, ну, понятно, что ты там не свалишься, но ну, нога может застрять. Здесь еще можно погулять, везде красивые цветочки. Ну, как-то, если честно, мы пока недовольны этой экскурсией, потому что нам ничего не рассказывают. Знаете, обычно пока едешь в автобусе, рассказывают кто-то про культуру, про историю. Вообще ничего нам не сказали. Давайте. Плантации кофе. Я понимаю, только здесь они находятся. Здесь также еще выращивают цветы. Здесь очень много плантаций с цветами. Они стоят здесь просто копейки. Нам гид сказал, что букет из 100 роз будет стоить 200 тысяч долларов. Это сколько? $8, да? 7. В общем, очень смешные цены на цветы. Ну, это там еще не поедем кофе. А на дегустацию мы вообще кофе не пьем. Не знаю, что мы будем дегустировать. Так, а сейчас мы пришли в Crazy House, в такой сумасшедший дом. Его построила одна вьетнамская женщина в 1990 году. И здесь также можно остановиться, пожить. Здесь есть 12 номеров. Они в стиле каких-то животных. Ой, Санек на тебя навела. Ну, если честно, такая ерунда полная. Это если кратко. Такие вот маленькие узкие ступеньки, поднимаемся по ним. Погода еще, видите, ну здесь всегда такая погода, это именно в Далате. Всегда довольно прохладно и пасмурно. Здесь дождь каждый день. Очень идеальные условия для того, чтобы выращивать чай, кофе и цветы. И, кстати, я думаю, что здесь вот эти все локации такие созданы для того, чтобы вот на экскурсию приезжать. А так особо тут экологически как бы чистое место, потому что здесь нет заводов. Ну, не знаю, что-то ходим, потому что нужно походить здесь 30 минут. О, кстати, отсюда интересный такой вид. И ну все, в принципе, симпатично. Интересно, отсюда красиво. Обзорность такая. Видите, совсем узкие ступенечки. И в этот дом без прямых углов. И здесь, кстати, такой открывается красивый вид на город. Город, кстати, довольно большой. Тут, по-моему, 400 тысяч жителей. Я, возможно, ошибаюсь, но как бы немало. 300-400. Вот, когда пасмурно, все выглядит как-то менее привлекательно. Но в целом, посмотрите. Сейчас вам покажу. Вот там прям видно, что большой город. Это Далат, напоминаю. И продолжение этого сумасшедшего дома, видите, такой вот мостик. На самом деле мы с Сашей решили, что здесь менее безопасно, чем на мосту стеклянном, на котором мы были, потому что выглядит это все как-то так. Ну, во-первых, дождь, все мокрое, знаете, легко подскользнуться, потому что это камень. Ну, такие каменные часто дорожки. Так, и наша следующая остановка. Мы приехали к водопаду. Она будет спускаться на электросанях. До этого у нас еще был обед, я вам не показывала, но я думаю, что вы уже поняли, что я там, конечно, ничего не смогла. Ну, он был организованный, что я там ничего не смогла поесть. Ну, я даже и не рассчитывала. Вот, там уже ничего не снимала. Здесь покажу вам, надеюсь, что будет красивый водопад. Мы самые первые, поэтому перед нами никого не будет. На самом деле мы уже с Сашей катались на таких санях у нас в Минске, и я каталась отдельно сама. Там, в принципе, все очень легко. Но мы решили поехать вместе, чтобы я поснимала, потому что если я буду ехать и снимать, это будет опасно. Не только для меня. Поэтому вот нас посадили, я в платье. Хорошо, что оно длинное, поэтому сумочкой все прикрыто. Поедем сейчас. Так, мы поехали. Саша! Даже быстро, быстрее, чем...
Так, давайте я вам буду показывать вид. Очень с ветерком. Ты знаешь, что здесь во Вьетнаме, мне кажется, все небезопасно. Ну, весело. Держись, Настя. О, Класс, вот это. О боже, вот это экстрим. Ой, водопад какой, смотрите Но. скорее. Блин, а мы его увидим, мы к нему приедем. Мне кажется, что у нас превышение. Сейчас как вылетим. Фу. Я надеюсь, что у вас не закружилась голова. Ну, в общем, вы поняли, мы вот так вот едем. Быстро. Ой, а как это, кто тут образовался? А, наверное, группа, которая до нас была. Какой-то ручеек. мы догнали. Догнали кого? Мы что, в начале? Нет, это... А подниматься мы будем уже автоматически. Ну да, это мы уже на водопадке. Да, да. Ой, какой красивый. Сейчас пойдем смотреть. Да, очень красиво, здорово, что мы первыми приехали, пока еще, ну как первыми. Ну да, это, наверное, работники. Чтобы снять вам без лишних людей. Очень красиво, мой муж обожает водопады. Красота! И обратно я уже еду одна. Очень медленно, потому что обратно они едут автоматически. Не так весело, но нормально. Не знаю, где там Саша. Наверное, за мной уже едет. Да. Вообще прикольно. Вот именно эта локация нам понравилась больше всего, потому что прикольно прокатиться на этих санках к водопаду. Здорово. А все остальное, если честно, нам не понравилось. Ну, как бы, знаете, просто чтобы занять время. Поставили какие-то такие места. Вот. Ну, на самом деле не такое большое разнообразие каких-то интересных экскурсий, поэтому вот у нас, мы, скажем так, выбрали то, что нам подходит больше всего. Это вот эта вот экскурсия. И еще была одна интересная в Дананг, это в другой город, но там нужно ехать 10 часов в автобусе ночном. Хотя там все очень как бы прикольно, там такая капсула. То есть там и туалет есть, и лежачие места, у тебя закрывается шторкой, ну ты, в общем, там спишь, все как бы чистенько, аккуратненько. Но я как подумаю, что туда 10 часов, обратно 10 часов, там 10 часов походить. Ну, как бы в автобусе, ну, нет. Мне вообще не хотелось, поэтому... Да и Саша тоже, я думаю. Ну, не думаю, мы это обсуждали. Просто, знаете, когда в самолете летишь 10 часов, а потом еще 2 дня просто, чтобы куда-то доехать, такое себе. Ой, как быстро мы приехали. Поболтали с вами, видите. Спасибо за поездку, девочки. И последняя наша локация на сегодня – это 3 храма. О боже, как красиво. И в одном... О божечки. Эти сигналки, они меня просто убивают. И в одном из них даже будем загадывать желание. Единственный момент, Саша, надо разуваться. У нас нет бахил. Надеюсь, что мы их где-то найдем. Очень красиво, очень необычно. Так, девочки, мы внутри. Покажу вам немножко. Не нашли бахилы, не нашли носки. Саша предложил мне свои носки. Я, конечно, не отказалась, потому что ему все равно. Он может и босиком, а я прям не могу. Но очень хотелось зайти. Видите, здесь, я так понимаю, какие-то подношения, фрукты.
Какие-то мармеладки. Там они. Очень интересно. Необычно. И здесь тоже, видите, подношения. Тоже какие-то апельсины, яблоки. И там, видите, сидят, и вот это вот они эти звуки издают. Извините, я просто не знаю, как это назвать правильно. Милый песик. Здесь, кстати, много собак. Мы, конечно же, всегда обращаем внимание. Так, сейчас мы идем во второй храм, и здесь будем загадывать желания. Очень красиво, ярко. Это мы во втором храме. Девочки, возможно, я ошибаюсь, но вроде бы это вьетнамский ад, да? Вот так это все выглядит уже. Но это не точно, вообще не точно, потому что вроде бы нужно было куда-то спускаться, а мы тут... Ну да, такой каменный. А мы никуда не спускались. Не знаю. Естественно, мы относимся ко всем вот этим вот желаниям и так далее. Это просто как... Ну, традиция такая. Я много раз рассказывала, как я отношусь к желаниям. Я вообще считаю, что каждому из нас нужно планировать и мечтать, и это все очень здорово. Но не только на это полагаться. Вот я с уважением отношусь ко всем культурам, ко всем религиям. И если... Для меня это, знаете, как пойти в музей. Не знаю, насколько это красиво звучит. Ко всем религиям я отношусь с уважением. И если есть возможность посещать такие вот храмы, то почему бы и нет? Если есть возможность, как традиция, загадать желание, то почему бы и да, как вы знаете, мое любимое выражение. Нет, кажется, это не то место. Не похоже это на... Это что-то другое, Сашуль. Что я, девочки, вас обманула. Куда еще спуститься? Там какие-то знаки. Внизу? Ну. Ну, давай спустимся. Ну, потому что это третий храм. То есть это точно здесь, просто, возможно, вот сюда нужно спуститься. Ну, наверное, да. Ну, не знаю, тут какой-то магазин. Хотя нет, вон слева есть. Эти монахи выглядят довольно реалистично. И такая красивая музыка, слышите? Птички. Как будто журчит ручеек, и птички поют. Монахи выглядят такими довольно добрыми, да? Тоже интересная, конечно, у них жизнь. И про монахов. Вот эти вот обеденные группы, они продаются. Сколько это стоит? Непонятно, что это за материал. Не знаю, я бы сказала, что это какой-нибудь розовый кварц. Но это, скорее всего, большая ошибка. Как розовый такой мрамор. Не знаю, если честно, куда это можно поставить. Ну, может быть, в какую-то кофейню, какой-то ресторан. Может, его как-то подсветить. Ну, в общем, необычно. Так, мы уже вернулись в наш отель и решили сегодня поужинать в ресторанчике. Мы впервые здесь, в нашем ресторанчике, который в нашем отеле. Здесь только обеды и ужины. И, знаете, это такое хорошее меню. Мы просто уже не захотели никуда идти, потому что поздно. Здесь такой китайский ресторанчик.
Такое хорошее меню, никуда не нужно идти. Вообще просто шикарно, такая приятная атмосфера. Так что принесут еду, покажем. Я сегодня без обеда была и без завтрака, честно говоря, потому что я съела только банан. Какую-то ерунду ела в течение дня, какие-то желатинки, поэтому заказала пиццу, но я больше ничего и не люблю. А Сашенька заказал... Сашенька что-то еле живой. Ну, что горлышко болит, ему простудился. Наверное, от кондиционера. Сашенька заказал себе чай и стейк, да? А что? Лапшу. Лапшу? Что-то мне показалось стейк. Ну ладно. Ну, она с говядиной. А, с говядиной. В общем, ждем. Вид у нас, конечно, тоже был очень красивый, но мы его не видим, потому что море там, а сейчас уже темно. Санек довольный, еду принесли. Слушайте, пока ждал еду, съел все булки. Наелся. У него такая лапша. Ну, как я сказала, похожая на роллтон. Ну, чай с жасмином. Вылечил его, да? Все уже здоровый. Я свою пиццу еще жду. Не знаю, Саша, как ты будешь помогать мне есть пиццу, если ты наелся булок. Сейчас съешь свою лапшу. Не переживай. Не переживай, хорошо. Так, всем доброе утро. Саша будет пробовать нечто. Мы видели, что в магазинах такие продают. Да, громче говори. Ну да, мы видим, что в магазине такое продается, и просто различные начинки, и сладкие, и мясные. У тебя без начинки? Ерунда? Ну, просто тесто. Ну, наверное, должна быть начинка какая-то. А тесто на что похоже? Тесто похоже на несладкий зефир. Не сладкий зефир? Безвкусный. Угу. Ну, и более тесто такое. Угу. Хорошо. Получается. Ерунда. Саша мой болеет. Сегодня уже 3-й день. Такая у него небольшая температура была. Ну, знаете, такая заложенность носа, горла, в общем. В отпуске болеть, конечно, такой себе. Вообще мы очень редко болеем. Не знаю, наверное, как-то то ли воды холодной напился, то ли кондиционер. Вот, но лекарств у нас много всего купили. Так что уже надеемся, что выздоровеет скоро. Шел 4-й день отпуска, и я освоила курьерские доставки быстрые. Через 30 минут у меня. Тут косметика, буду пробовать, сейчас покажу. Заказ составляла с чатом GPT. Спросила у него, что интересного японского, корейского, ну, в общем, такое попробовать. Сказала, что вот эти прям вообще классные. Я взяла этих, по-моему, штук 5. Я попробую, если мне понравится, то я закажу еще, может, на подарочки. Привезу. Лишнего как бы не бывает. Вот он очень советовал вот этот бренд и вот этот Some By Me. Я думаю, что они у нас на Wildberries где-нибудь тоже 100% будут продаваться. Просто, естественно, здесь это все будет дешевле стоить. Потому что масок 10 штук взяла. Дальше. Ой, это полный формат, оказывается. Я брала с собой совсем, ну, в маленьком формате пенку для умывания, но мне кажется, что мне ее не хватит. Я пошла в аптеку и увидела там ЦРВ в таком маленьком формате. Она мне когда-то была, но я забыла, что она мне не очень нравилась. Мне не нравится ее консистенция, поэтому решила попробовать вот этот бренд. Тоже мне очень много про него слышала. Skin 1004, вот это именно версия. И еще мне чат настоятельно сказал попробовать вот этот вот хит от этого бренда. Его тут в Азии просто обожают. Сыворотка восстанавливающая, там какая-то с центеллой, что очень-очень круто. Блин, я думала, что это будут баночки поменьше, мне что-то еще вести. Дальше. Я очень хотела попробовать вот эту вот маску. Она у меня в корзине на Wildberries тоже лежала, я про нее вспомнила. Она просто вообще хит-хит. И я взяла сразу 2. Но думаю, что я сейчас ее попробую. Если мне понравится, то я, может, взяла бы в подарок своей Оле, например. Но, блин, все это такое тяжелое. Не знаю. И еще вот этот вот продукт у них очень-очень популярен. Вот именно такая маска для волос. Тоже попробую. Если понравится, возьму 2. Дальше еще взяла такой вот спрей. Вообще вот этот вот бренд — это Шисейда наша. Любимая Цубаки, вот это Фина, это их там под линеечки, или как это называть. И здесь такой вот спрей масла, и оно как бы легкое. Есть еще другая версия. Вообще вот именно вот эти вот хиты этой линейки, особенно маска, поэтому сейчас пойду ее пробовать сразу же.
А это такой вот спрей, но он легкий, потому что есть точно такой же, но с другой крышечкой, розовый. Он уже такой с более питательными маслами. Возможно, будет переутяжелять. А вот эта тушь тоже какая-то просто хит на азиатском рынке. Она тоже должна смываться, как я люблю, теплой водичкой. Именно вот это вот с розовой упаковкой, потому что там их несколько. Тут у меня еще в заказ положила Биоре салфетки для снятия макияжа. Они очень хорошие. Иногда просто для каких-то поездок, ну, могут пригодиться. Вот, поэтому взяла, положу в косметичку. Буду пробовать маски. В общем, все буду пробовать. Такой, знаете, неплохой у меня улов на самом деле. Девочки, ну что, маску попробовала. Конечно, очень сложно понять, потому что у меня в отпуске вообще другие волосы. То есть по мокрому состоянию я могу понять. Но когда они уже сухие, они совсем другие, потому что они, знаете, такие очень пушистые. Они у меня не держат никакие укладки в отпуске, они сами по себе очень тяжелые, и, соответственно, когда еще влажно, они становятся такими очень пушистыми, еще более тяжелыми. Вот, поэтому непонятно, но по ощущениям маска отлично их напитала, поэтому нужно брать. Я еще очень хочу попробовать вторую, которая не которая Шосейда, да, вот это вот Шосейда, а именно вот здесь она очень популярна. В следующий раз буду мыть голову, попробую и расскажу. Возможно, нужно будет купить еще запас. Но я посмотрела, на самом деле, на Wildberries есть практически все, что я купила. Оно, понятное дело, чуть дороже. Но не то, чтобы это какая-то проблема. Поэтому, есть ли смысл все это вести, непонятно. Но, кстати, насчет этой маски, вот, которая именно для волос вторая, я ее почему-то не проверила. Перевес 100%. У нас и так там было совсем немножко килограмм в Сашином багаже свободных. Не знаю, теперь можно ли докупить багаж. Ну, в аэропорту точно можно, но в аэропорту это делать всегда сильно дороже, поэтому непонятно. И стоит ли оно того. Но все равно, знаете, какие-то там фруктики в любом случае хочется привезти. Маракуйю я просто обожаю. В общем, ладно, все, буду сушиться и собираться на ужин. Саша сегодня немножечко как-то себя плоховато чувствует, и мы, наверное, до 11 были на море. Вернулись, и все, весь день в номере. Что-то пою его горячим чаем. Купили какой-то сироп от кашля. Вообще здесь, кстати, очень хорошее лекарство. Я тоже там посмотрела, что можно купить, всякие витамины. Здесь это все очень хорошо, именно такие растительные. Вот. Ну и, конечно, аптечку тоже брала. Поэтому будем надеяться, что все обойдется. Нет у нас с собой градусника. У нас есть электрический дома, но он неправильно показывает. А ртутный я не хочу брать с собой в отпуск. Я думаю, что можно подойти, спуститься на ресепшене посмотреть, но вроде бы он так, по ощущениям моим, не горячий. Ну вот такой, вот, знаете, заложенность носа, горла, в общем. Кондиционеры, конечно, он очень не любит. Поэтому, возможно, продуло под кондиционером, но будем смотреть. Но в любом случае он говорит, что нормально, ужинать пойдем. Потом пойдем, немножко прогуляемся, и буду надеяться, что завтра все будет хорошо. Так, девочки, извиняюсь за такой непонятный кадр. Надеюсь, будет видно. Волосы как будто бы мокрые. Вчера так и не смогла их высушить. Они были прям мокрые, очень такие переувлажненные, знаете. Вернулась домой вечером с такими сосульками. Помыла их просто под водой еще 2 раза. Легла спать, они не смылись. То есть для меня она слишком маслянистая, слишком питательная. Я посмотрела в интернете. Ну, в общем, я попробую еще ее использовать совсем немножко и буквально там на 2 минутки, потому что мне не нужно так много увлажнения. Они сейчас такие неприятные. Я сейчас их могу вымыть только с шампунем, потому что вот это вот масло, его по-другому не снять. Сколько бы я водой не смывала, не промывала, все равно оно остается. Так что маска однозначно очень питательная, но мне просто такое питание точно не нужно. Не знаю, может быть, раз в месяц совсем чуть-чуть, там на минутку попробую, сначала попробую на 2, потом на 1. То есть она точно восстановит, вернее, не то чтобы восстановит, хорошо напитает поврежденные волосы, но вот мне просто слишком много. Мне вообще очень многие маски вот так вот работают на мне слишком питательно. Мне просто не нужно так много увлажнения. Они у меня, в принципе, им достаточно даже, наверное, просто кондиционера или вот мою любимую маску, которую, вы знаете, я использую, корейская, там, Масил, да, 8 и Масил 10, в общем, очень неприятные такие, некрасивые, как будто вот сосульки такие.
и по ощущениям, знаете, вот у меня сейчас прям рука такая, как в масле. Вот, очень интересно мне попробовать еще вот эту. Но вообще продукт обалденный, думаю, что многим понравится. У кого именно поврежденные волосы, или, может быть, пористые. В общем, я поиграю с ней, попробую понемножечку ее удерживать и меньшее количество брать. Завтрака тоже пришли на пляжик. Это тот, который я вам уже показывала, Марина, на котором нам нужно ехать на такси, либо идти пешком минут 20. Если мы выходим там где-то 7:30 утра, то мы идем пешком, потому что норму шагов находить полезно. Это, во-первых. Во-вторых, еще реально дойти, потому что такое активное солнце. Но уже, например, если мы выйдем в 8, то только на такси, потому что все ужасная жара, духота. Ну и загорать тоже только в тенечке. Если на бассейне загораю, то с 8 до 10 утра. Все, потом уже просто даже в теньке я сгорела в первый день, вы видели. Поэтому уже больше, конечно, с этим не играюсь. Едем сейчас на мыс камней, а потом ужинать куда? Как пойдет. Как пойдет. Саша сказал, что по легенде это след от дракона. Вот так вот. Вообще очень красиво, конечно, такой вид. Кстати, девочки, многие писали про закаты и рассветы, что как здорово будет их здесь встречать с таким видом. Но, к сожалению, так как мы находимся очень близко к экватору, у нас закат и рассвет, он абсолютно не заметен по ощущениям. Это как будто бы минутка. То есть здесь день длится 12 часов и ночь, соответственно, тоже. Никаких красивых закатов и рассветов. Так, девочки, сегодня мы приехали в новое место. Мы на самом деле каждый раз ужинаем в новом месте, но я не всегда снимаю. Это какой-то пивной ресторан. Здесь варят пиво, да? Да. Даже какие-то бочки. Как-то еще немноголюдно, потому что еще рановато. Это мы рано ужинаем. Такой аквариум. Что это за рыбы такие? Не знаю. Такие плотненькие. У них такое довольно большое заведение. И, наверное, если забронировать, то можно присесть даже с видом на море. Но мы, конечно, ничего не бронировали, мы так пришли. Это прикол, сейчас Саша отходил. Он заказал себе дегустационный сет. И я тут сижу, а он идет и видит, как идет официант. Официант немножко в шоке, он думал, что я одна заказала себе этот дегустационный сет. Если честно, Саша, я тоже немножко в шоке. Что ты скажешь? Это я просто спросил там у друзей, что надо, как вылечиться. Вот, мне дали такой рецепт. Ну, серьезно. Что мокрый? Ну, лицо мое. Помыл лицо, сходил. Так как мы в пивном ресторане, пробуют здесь по 200 мл в стаканчике, будет пробовать их пиво. А я буду пить колу. Я сегодня, девочки, так напилась просто. Я сегодня пила, наверное, 4 коктейля. Ну, не коктейля, а апельсиновый сок, потом какой-то коктейль. Ну, безалкогольный, естественно. Сахара во мне уже просто кошмар. Вот, но сегодня очень душно, очень жарко. Хотя солнца особо сегодня нет. Но вот просто такая духота невозможная, что я сегодня пью просто как не в себя. Мы сегодня обедали, ну, вернее, Саша. Я ничего так и не выбрала, thank you. Поэтому я заказала для себя прям такой конкретный ужин. А Саша какие-то закуски только заказал. Но он сегодня так это обедал.
Это гигантская сидит с мокрым лицом. Ну все, будем ждать, как перенесут, я вам покажу. Здесь очень много людей, просто все сидят здесь, на улице. Ну, бассейны тоже прикольно. Такая приятная обстановка. Вообще, на самом деле, здесь очень большой выбор, куда сходить. Достаточно много классных мест. For me. Thank you. Я сейчас увидела опять этот апельсиновый сок, и мне тоже так захотелось. Опять. Ну, уже просто я из апельсинов состою. Поэтому каждый день выбираем какие-то новые заведения, и все классные. Мы, конечно, не выбираем первое попавшееся, ну, вернее, смотрим всегда рейтинг, читаем отзывы, но на Google Maps достаточно. Но у нас из такого, что мы хотим посетить, это вот это. Осталось у нас Pizza Fops, который я вам рассказывала, там супер популярное такое место. Там у него очень много отзывов, там около 10 тысяч, высокий очень рейтинг. И еще в одно место пойдем, нам его тоже посоветовали. Спасибо. В торговом центре, там по типу шведского стола, 500 бат на человека. Ну, мне, конечно, ну, возможно, что-нибудь я там и поем. Вот, но вообще это как бы очень классная цена, учитывая, что там есть морепродукты. Я из морепродуктов ем только красную рыбу на гриле, как бы, и все. Ну, дораду еще люблю. А Саша там хочет какие-то креветки, лобстеры и все такое, и у него как бы классные отзывы, поэтому почему бы и нет. Лобстеры вряд ли, конечно, там есть обычный лобстер, очень дорогой. Да, нет. Тоже есть? Ой. Ну все, придет ужин, покажу. Когда делали заказ, я увидела в меню гренки, и мне так захотелось, но кто же думал, что это будет какая-то булка. Но у них, кстати, с хлебом, у них в основном какие-то такие вот именно булки. Мне так хотелось, но я такое, не знаю, может быть, края. По факту это... Ну, по факту, да, это гренки, но тут у Саши слабосоленый лосось. Мою еду еще не принесли, поэтому буду обгрызать вот здесь. Очень быстрая подача. И мне уже тоже принесли мой лосось с овощами. Вообще, буквально, мне кажется, на минут 10 максимум прошло. Так что приятного аппетита. Очень такая приятная обстановка, атмосфера, приятная музыка. Здорово. Подождите, а ты заказывала картофель или батат? Батата. Это батат? Да, да. Просто он такой. Ну, наверное. Что-то странное. Это такой батат. Это не картошка. Ну, сладкий. Потом по итогу. Да, я заказала батат. Кто бы знал, что его будет так много. Но он, видите, такого цвета. Я привыкла всегда, что он оранжевый. Но он такой приятно запеченный, Но без масла. он просто не фри, да? Да, да, да. Ну, такой необычный цвет. Ну, обычно выглядит как картошка обычная. Но по вкусу нет. В общем, мы съели примерно половину. Наелись ужасно, но у меня всегда останется место для мороженого. Но кто бы знал, что оно будет таким гигантским. Я не знаю. Сегодня 100 тысяч калорий. Просто надеюсь, что Саша мне поможет. Вообще очень понравилось нам это место. И атмосфера такая приятная, и очень-очень быстрое обслуживание. И сейчас уже практически все столики заняты. Я вам показывала, их было очень много. И все очень вкусно. И цены. Ну, тут везде цены, знаете, как бы приятные. Так что... Ну, кстати, тоже, да, насчет цен. Несмотря на то, что здесь очень все дешево, они все равно куда-то уходят, эти деньги. Потому что мы каждый день меняем по $100, да? Просто каждый день. Если куда-то ходим, да, то... Да, мы каждый день куда-то ходим. Ну, на ужин сколько? Ну, допустим, На там... ужин вообще. Ну, среднее там, ну, пусть там... Ну, $30 это как бы... Ну, Такое. 30-40, но это намного дешевле, чем в Европе. Ну, да. Ну, и это такие хорошие места. Естественно, можно и поесть там, не знаю, за $2. Наверное. Кажется, что там... То подарочек купил, Какие то... подарочки? Что мы только чай еще купили? Мы ничего не купили еще.
Ну, как коктейль выпил, то еще там, то все, вот там каждый раз там по $5 туда-сюда. Да, да. Набирается вроде бы по мелочи, там туда-сюда, там туда такси $3, обратно $3, там покушали, в магазин зашли, там фрукты купили, и, ну, в общем, по цене получается в итоге как везде. Наверное. Да не, ну, если бы мы так в Европе, ну, Европа больше тратит? конечно. Не, ну да, в Европе больше, да, понятно. Что мы тут поменяли, грубо говоря, $300, наверное. Каких? Ты что? Мы каждый день, Саша, каждый день. Каждый день. 100% я тебе говорю. 100%. Ну, мы даже сегодня меняли. Вчера меняли, позавчера меняли. Потому что мы ездили на экскурсию. Ну да, на экскурсии мы там купили немножко чая. Чай и кофе, потому что здесь прекрасная... Какой-то день мы не меняли. Один день не меняли? Ну, мы один день. Ну ладно, короче. Нет, все равно... Понятно, что ничего бесплатного нету, но в любом случае приятнее, чем в Европе. Ну, Ну, по цене, да. ну, отдых есть отдых, все равно кажется. Туда-сюда, то все. Конечно, можно и пойти в продуктовый магазин, там, купить по дешевке, там, и на лавочке посидеть. Ну, такое как бы тоже можно. Ну да, да. Да. Ну, как бы. Короче. Ну да. Что мы уже в такси. Ехать нам минут 30. Что, Сашенька, расскажешь про нашу поездку? Что там нас ждет? Предстоит? Да. Ну, предстоит, получается, там такой комплекс с горной речкой. Ну, как будто горная речка такая. Вот, и перепады там есть. Вот, то есть там 3 как бы озера такие образовываются. Ну, 3 точки, где можно купаться. То есть вот льется вода, там резкий перепад. Ну, это типа водопад там считается. Вот, и, ну, в общем, вроде бы там в одном месте можно прыгать, там написано 9 метров высота. Чего? Чего прикольно. Ну, посмотрим, должны зайти там как бы первая точка самая легкая, то есть, ну, вторая там уже надо карабкаться куда-то. Третья там вроде бы еще сложнее, но есть там еще как бы и дальше можно идти, где туристический маршрут заканчивается. Там типа еще более чистая вода, как бы, но вроде бы туда не пускают. Но написано, что можно пройти. Ну, посмотрим по факту, покупаемся, полазим. Я взяла с собой кроссовки. Как взяла? Саша заставил. Сказал, что там очень опасно. Вы видели бы Сашин аутфит, конечно. Это просто прикол. Ладно, все, будем на месте, покажу. Выглядит это не очень прилично, особенно вот это. Я не представляю. Не знаю, куда он меня привел, девочки. Но если вы смотрите этот влог, значит, я выжила. Так, я уже в кроссовочках. Идем. А нам долго идти? Саша еще сказал, что здесь на камушках могут погреться змейки, ящерицы. В общем, как вы понимаете, я уже в восторге. В предвкушении встречи. Надеюсь, которой не случится. Вот только таких змеек я готова встречать.
слышите? Эти звуки каких-то птиц. Очень красиво. Ну, тут, конечно, все организовано, такой маршрут. Ну, так приятно идти. Никаких звуков. Я слышу сейчас только птиц, водопад. Прикольно. Какие-то листочки шуршат. Но я все равно, я не могу расслабиться, я иду и... Боже мой! Что-то падает с деревьев, а у меня сразу ощущение, что на меня что-то упадет. Сейчас просто что-то падало сзади. И я такая иду вся, знаете, как этот... сжатая. Не могу расслабиться, мне некомфортно. То есть мне нравится, я иду как бы, ну, прикольно все, но мне хочется, знаете, быстро с точки А в точку Б дойти, а вот стоять, рассматривать я вот не могу, мне прям страшно немножко. Это качельки. Тут в воде очень много таких маленьких рыбок. Они так тихонько кусают. Это вот, в общем, делают бесплатный пилинг, или как называется, в общем, бесплатный салон. В некоторых местах маршрут немного сложноватый. Вот, то есть, ну не то что сложноватый, но для пожилых, допустим, людей там, или не очень подготовленных, то, конечно, лучше сюда не лезть. Ну вот, к такому озерцу я пришел классному. Сейчас искупнусь и пойду обратно, то там Настеньку оставил. Ну, если бы я, конечно, знал, что тут эти ящерицы прыгают и так далее, ну, плюс еще камни эти, ну, в общем, как есть. Вот, прикольно, я тут абсолютно один на этом озере. Не взял GoPro, хожу теперь так с камерой. Так, ну что, новый вечер, новое место для ужина. Сегодня мы едем. Я вам рассказывала по типу шведского стола. Такое место называется Посейдон, находится в торговом центре, такое большое пространство, и там огромный такой выбор еды, и на всех картинках и видео, которые мы смотрели, очень все достойно там выглядит. Получается, вход на человека 500 тысяч вьетнамских донгов. Донгов? Я что-то забыла. Резко забыла. Примерно $20 на человека, не включая напитки. И там большой выбор морепродуктов, там всякие суши, крабы, лобстеры, креветки, утки, устрицы и так далее. Да, полный комплект. Я ничего из этого не люблю, поэтому надеюсь, что я что-то найду для себя. Но там не только морская тематика, там есть и мясо какое-то, я так понимаю, десерты, это на крайний случай. Я надеюсь, что будут какие-то фрукты. Ну, в общем, покажем вам. Едем в такси. Кстати, тоже заметка про такси.
всегда, сколько раз мы ездим, очень чисто. Вот они прям, знаете, вот все так натирают. Вот у них в каждом такси там какая-то тряпочка лежит, и там после, наверное, не знаю, после каждого лет клиенту, но всегда очень чисто и очень приятно пахнет. Ну и машины в целом всегда такие довольно свежие. Вот, а я вам говорила цены, да, там вообще копейки. На $3 вот до центра мы едем, так. Сегодня мы ехали за город, сколько, 35 километров, да? Ну, около 30. 250 тысяч, это $10. И он сам, водитель, сам предложил забрать нас, написать ему за час, ну, потому что ему, наверное, так выгоднее, ну, мимо кассы оформить. Ну, в общем, конечно же, мы согласились, потому что это и так это очень дешево. Вот, мы ему написали за час, и он приехал, наверное, там минут через 30-40 забрал нас. Вот, то есть даже за такие деньги они все равно едут так далеко, ну, как далеко. Не очень. Причем он с нас не взял эти 250. Сколько? Ну, там просто не было у нас. Он там что-то 200 и там еще насобирал, сколько было и все. А, да? Ну, может, там 210. Ну, да, у нас там просто были деньги у Саши в руках там 500-ками по 500 тысяч бат, а у нас была конечная цена 250, по-моему, что-то такое. Ну да. Вот, и он там просто набрал этой мелочи, которая там была, ну, не брал 500, потому что он там сам что-то отчитывал в итоге. Так что даже чуть дешевле получилось. Но вообще очень бюджетно. Вот, ну и такси, повторюсь, всегда вот мы пользуемся приложением Grab, вообще супер. Так что вот, едем ужинать и покажу вам. Я, кстати, девочки, своими волосами не делаю уже здесь ничего, потому что вообще бесполезно. Ну, только немножко так подсушиваю, и уже полувлажные они остаются и сохнут, я не знаю, там до завтрашнего утра. Пушистые вообще такие. Что я с одинаковой прической постоянно, потому что все бессмысленно. Я сегодня в своих черных кружевных шортиках. Для отпуска, я считаю, очень красиво. Мне нравится, когда уже немножко ножки подзагорели. Красиво смотрится. Это бренд Cricket, наш белорусский, а топ на мне Love Republic. У меня такой же белый, я купила такой же черный. Место, в которое мы пришли, находится в торговом центре. Мы, кстати, гуляли здесь в торговом центре, но, если честно, покупать здесь особо нечего. Есть какие-то бренды одежды, но так странно, вроде бы одежда летняя, но синтетика. Это так странно. Так, такое большое пространство. Мы были уверены, что будет очень много людей. Но, наверное, мы пришли пораньше, и вся движуха будет после. Мы пришли сейчас где-то 5:30 вечера. Но тут очень большое пространство. Видите, слева там очень много столиков. Так, посмотрите, я не планировала снимать, но так как нет людей, немножко покажу вам, что будет брать Саша, а потом что-нибудь возьму я. Ой, ну, выглядит очень даже аккуратненько это все. Это краб, да? Саша, это краб? А то я сейчас назову. Очень красивые креветки, гигантские, я вижу. Крабы, там какие-то... Это не устрицы, а как-то это... Улитки? Ой, какие улитки? Что это, Саша, скажи мне? Я просто сейчас не говорю. Это понятно, а вон там. Ну, это точно не улитки. Не улитки, непонятно, но... Устрицы. Устрицы. Ну, я пока еще ничего из этого не люблю. Попробовать можно все, если как бы не ограничен, бери столько, сколько ты можешь съесть. Ну, хочешь попробовать. Мне кажется, что по цене это, конечно, просто невероятно щедро. Не понимаю, почему. Действительно, выглядит все очень прилично. То есть, ну, мне кажется, видно, да, что это все симпатично. В целом обстановка такая довольно приятная. Ну, все аккуратненькое, чистенькое. Это Саша по одной штучке решил взять всех морских гадов. Просто какие-то прям ракушки. Очень красиво. Смотрите, такие столы. Ну, я думаю, что я тоже что-то возьму. По крайней мере, овощи. Все это я точно люблю. Это кто? Я не знаю, какая-то что-то среднее между креветкой и этим, Сейчас девочки нам напишут, что это. как там его, на L, и лобстера. Ну, красиво, очень симпатично. Ну вот всего вот этого вот морского здесь прям в изобилии очень много. Просто на всех столах разные вариации. Вот какие-то и паста есть, и всякие овощи, и вот как они любят рисы с чем угодно. Не, реально, вот я так
Ну, вот за эту сумму, да, вот Это то, просто- как бы, ну, тут ж тебе время не ограничено, Да, сиди да? хоть весь день. Ой, Ну, фрукты есть. Ура, значит, я не останусь голодной точно. Огурцы. Если кто-то приходит в морепродукты, если кто-то огурцы и фрукты, которые стоят здесь просто копейки. Так, девочки, давайте начнем с хорошего. Покажу, что взял Саша. Ну, вы, собственно, это видели. Тут у него сейчас он будет делать дегустацию. Это все Саша. Что взяла я? Просто я не хочу картошку, девочки. Вот просто изо всех сил не хочу, но чтобы что-то взять, я взяла пару картошек фри. Я взяла 2 цветные капусты, 4 огурца и 4 арбуза. Ну и сок отдельно. Все. Не знаю, нужны ли какие-то комментарии по этому поводу. Мне просто, ну, я ничего из этого не люблю. Я немножко злая, потому что я бы тоже поела что-нибудь. Ну вот сок я люблю, спасибо. Но я говорила, да, что он не входит в стоимость, мы за него заплатим отдельно. Ну вот, мне такие все места это не для меня, потому что это просто, знаете, смешно и грустно. Арбуз какой-то визуальный так себе. Ладно, не будем о грустном. Сашенька, давай ты наденешь микрофон. Так, первое, что ест Саша, гигантская креветка. У нас микрофон только один, поэтому его рот сейчас будет занят. Комментировать буду я. Саша немножко голодный, потому что мы специально не обедали. Ну, не специально, мы просто тут завтракаем и ужинаем обычно. А что там у тебя мусорка? Боже, у тебя там мусорка? Что ты на пол бросаешь? Да, да, девочки, там мусорка стоит. Все довольные, кроме меня. Я со своей, это, знаете, недовольным лицом. Я стараюсь его маскировать, если что. Ну как? Так, Санек пробует краба. Креветка сказал, что особо безвкусная какая-то, да? мяса много, но большого вкуса нету. Настя как и креветки жарила, то там вкуснее. Я готовлю в аэрогриле, девочки. Рецептом делилась. Все максимально просто. Ну, а к тому, что увидели эти ножницы и узнали, как правильно эти клещи есть. Ну, вкуснее, Вкуснее? чем с креветками. А он жесткий? И Может, мне надо попробовать такое? ну, я бы, да, попробовал. Не воняет? Ну, блин, у тебя, знаешь, такие эти рецепторы, что боишь что-либо. Я лучше не буду. А то еще, если не понравится, то я арбуз не съем. Ты же вот крабовые палочки же любишь, да? Ну да, но это совсем другое. Ну вот именно, что это совсем другое. Ну, оно то похоже, но настоящий краб — это настоящий краб. Ладно, давай. Разделай для меня. Исторический момент. Вы видели мой девочки лицо Саши? Вот, можно даже пальцами, ну, отнять. Ты не поняла. Нормально, кстати. Крабовая палочка, только не сразу. Нормально, но не мое. Нет. Точно. Не. Ну, мне не нравится консистенция. Но все могло быть и хуже. Нормально. Капуста, кстати, какая-то холодная. Ну что, теперь начинаем сет ракушек. Не знаю, как их правильно есть. Не особо жуется. Жестко. Ну, что прям отвратительно, то нет.
Сейчас посмотрим, что тут дальше. Это точно мимо. Как будто вот это хвост от селедки остался и этот и еще рассол такой этот подлили туда. И ты его жуешь и не можешь разжевать. Это как бы из того, что я себе могу представить. Ну, я, если что, это тоже практически все первый раз пробую. Ну, давай для разнообразия что-нибудь это перебьем немного. Вот, возьмем такую вот красивенькую. Понимаешь? После этой вообще бомбы. Вот эти всякие суши тоже прикольно, да? Ну, для тебя-то. Ну, вот, мы их только не так давно сам вот заказали, попробовали, да? В Минске. Ну, а когда? Ну, год назад. Но не 10 лет назад. Девочки, просто не слушайте, не верьте. Все, что было полгода назад, оно все обнуляется. Ничего не помню. 100 раз. 100 раз. Ты ел эти суши, и тебе они не нравились. Один раз, пару месяцев назад ты заказал, тебе резко захотелось, и тебе как-то более или менее. Но ты тоже там до конца их не доел. Мы еще выбирали, я помню, Калифорния, по-моему, ты заказывал какие-то. Вот все, что он говорит, первый раз пробовал, не верьте. Это неправда. Просто. Что ты скажешь? Не, ну если оно так, это, конечно, не очень смешно. Ну что, я совсем что ли? Ну, память закончилась или что? Ну, Настя, делаешь из меня какого-то потерянного мне. Что это вообще? В чем она? Ну, короче, какая-то фигня. Скажи, Ёж? наверное. Может, и ёж. Там вот внутри тела было его. Вот, вот. Но просто сверху тут еще оно чем-то добавлено. Блин, после той фигни мне будет все очень вкусно. Не, ну здесь еще так этот лук добавлен, то все, ну, как будто блюдо такое нормальное. Так, ладно. Блин, вот это вот что-то мне даже не хочется пробовать, наверное. Или попробовать. Но если она мне не понравится, то эту тоже не буду пробовать. Договорились? Если понравится, то... Так. Ну, лучше, чем та, ну... Короче, устрицы эти, это не мое. Какая-то креветка на гриле. Ну, это, в принципе, наверное, такая же, как я вначале пробовал. Просто она там была сварена, а здесь она поджарена на гриле. Но сварена она там мало, типа маринада, приправа, как будто мало было. Вот сейчас. Ну, тоже у них нету насыщенности вкуса. То есть, нет. Нормально, но вот, например, краб, сразу чувствуется, что, ну, краба мясо. А тут, ну, короче, ракушки, не. Во, эти, офигенно. Тут уже даже рыбы не было. Как будто яйцо с рисом. Ну, оно только выглядело как бы. А будем учиться есть этими палочками.
Excuse me. Excuse me. А как эти палочки держать правильно? Ну. Мгм. Ну, надо тренироваться. Thank you. Не, надо закрепить тренировку. Ну что, мы уже идем в сторону нашего отеля. За все мы заплатили, кстати, 1400. Это $54. Вчера мы заплатили, кстати, $60. Что-то такое, 58, по-моему. Ну, по ощущениям. Ну, мне, конечно, ну, просто я мало что люблю, поэтому я никогда не ставлю низкую оценку из-за этого. Это как бы сама виновата. Слушай, можешь ты подержать камеру? Вот. Ну, вчера мы ходили тоже в такое не дешевое кафе. Нормально. Ну, по Ну, я меркам. имею в виду, да, по... Ну, мы вчера просто много ели вообще-то. Ну, мне кажется, по ценам оно как везде. Просто мы обычно берем просто по блюду и напиток, и все. А вчера мы что-то из закуски какие-то брали, и десерт. Не, я ну. просто думал, принесут батат фри там и гренки. Это вот такая маленькая тарелочка. Да, там очень большие порции. Но мы половину не съели реально. Да, а сегодня, ну, если вы нормальный человек, и как мой Саша, который любит там морепродукты и, в принципе, плюс-минус всеядный, то вам очень понравится. Если вы такой, как я, это очень-очень маленький процент, то, конечно, вам есть будет нечего. Но объективно я там поела $4, наверное. Это с учетом моего напитка. Ну, не на 4, На сколько? ну, на 7. А что, я съела 4 картошинки, 3 огурчика. А десерт? Ну, девочки, я распробовала десерт. Ну, Ну, там такие вот такие малышки. 4 съела. Да, вот такие вот заварные. Ну, оно вообще такое не сладенькое. Было вкусно, но это тоже... Короче, любые расстройства идут от повышенных ожиданий. Мы как бы сразу рассчитывали, что я иду чисто так. Ну, я иду поесть, а Настя Настя за идет компанию. компанию. Поэтому поэтому. все попало, все Да, нормально. все так и должно было быть. Вот. Мне кажется, этот влог получился уже очень длинным. У нас еще треть отпуска. Ну, в принципе, у нас еще там много дней, поэтому следующий влог у нас тоже еще будет отпускным. Что хочешь сказать? Середина отпуска. Ну, уже... Подальше, пожалуйста, Кать. Блин. Ну, просто удобно вот так, а то не надо напрягаться. А так, то надо намыть руки. Да. Чё, классно. Главное, чтобы Настя то и стала болеть горло. Да, девочки, Наверно, что-то мне стало болеть горло, и мы думаем, что, наверное, какой-то всё-таки вирус. какой-то вирус, потому что я реально, я даже не помню, когда я болела в последний раз. У Саши все начиналось тоже так же, как и у меня. То есть ему болело горло, на следующий день ему уже стало прям так. Горло, заложенность носа появилась, температура небольшая. Но он буквально там 2,5 дня, и уже как огурчик сегодня вообще. Все супер. Но я надеюсь, что я завтра проснусь, и мне тоже не будет болеть горло, потому что я начала пить уже лекарства. Поэтому надеюсь, что болеть не буду. В планах завтра на Винперл попасть, если все окей Да, будет. девочки советовали нам. Ну все, там что-то пару дней домой. Ну да. Ну, у нас еще 4,5 дня. 4 ночи, по-моему, там. Нет, ночей даже 5. Ну, короче. Девочки, огромное спасибо вам за просмотр. К сожалению, все классно. К сожалению, у нас только один хороший микрофон, потому что, когда я снимала там в кафешке в прошлом влоге, я снимала на микрофоны для телефона, и они, когда шумно, как вы видели, очень плохо себя повели. А этот вот прекрасный от камеры, к сожалению, у нас только один, нужно купить еще один. Вот, но пока вот так.
Все, желаю, как обычно, вам самой-самой прекрасной недели. Огромное спасибо, что провели с нами этот час, я думаю, не меньше. И желаю вам всего самого лучшего. Пока-пока. До свидания.